Всем привет! Сегодня будем выравнивать по верху дверной проем. Вот этот вот. Раньше здесь было что-то красивое, а сегодня ремонт. Ремонт и кое-что изменится. То есть вот здесь мы глушим вот этот полукруг, глушим просто напрямую. Высота у нас одинаковая с другими дверями. Вот здесь у нас уровень проема, а вторая отметка – это профиль. И расчет на то, что у нас будет двухслойная обшивка и снизу, и сбоку. Переносим отметку для профиля на наш проем. Отмечаем линиями или отметками. Вот. Можно в кружочки поставить. В принципе, на таких коротких расстояниях достаточно 2-3 отметки. Все. С горизонталями закончили. Лазер можно выключать. Теперь нам нужно от стены, вот здесь, уйти внутрь на толщину 2,5 сантиметра. Это 2 слоя гипсокартона. То есть 25, это у нас 2,5 сантиметра, равно 2 слоя. Гипсокартон по 12,5 миллиметров каждый. Плюс уголок 2 миллиметра. Короче, мы сделаем от стены внутрь на 28 миллиметров линию. Даже не линию, тоже отметками вот так вот проставим. Это для змейки. С одной стороны и с другой. Для разметки по проему тоже используется лазер. Но уже другой, осипостроитель. Ставим 2 отметки справа, слева, и через них проводится плоскость. В общем, с разметкой мы закончили. Теперь нужно по этим отметкам и линиям присверлить направляющий профиль УД 27 на 28 миллиметров. Это наш периметр. Присверливать можно и дюбелями, если это возможно, и можно прикручивать саморезами, в зависимости от обстоятельств. Что лучше держится, то и крутите. Теперь нужно поставить силовые профиля. Вот тут снизу у нас будет усиленный каркас, поэтому мы его сделаем из профиля CD. Мы его уже подрезали. Сейчас нужно будет вставить его в направляющие. Вот таким образом. С одного конца и с другого. Почти готовый каркас. CD-шка и 2 перемычки для жесткости. Профиля крепятся саморезами с двух сторон, сбоку и снизу, с каждой стороны. Теперь, CD-шки у нас стоят не зря. Мы поставим поперек проема еще 2 таких же профиля. Но так как у CD-шек есть закругления на бортиках, вот здесь, то нужно эти бортики подрезать и разогнуть в плоскость, как мы сделали вот тут. Равномерно это у нас получается проем 90,
через 30 сантиметров. Вот здесь и вот здесь. Там и там. Надрезаем бортики, разгибаем и вставляем еще 2 профиля. Вставляем, но не прикручиваем. Каркас у нас практически готов. За исключением пары саморезов. Зашиваем боковины с 2 сторон, пока в один слой. Боковины с 2 сторон. Это первый слой. И вот после этого можно прикручивать горизонтальные усилители. Сначала крутим по низу, а потом по верхнему краю. Снизу простые саморезы для металла, а в верхний край можно вкрутить саморезы 25-е, потому что они острые и не соскальзывают. Вторую перемычку тоже так крепим. Теперь зашиваем последовательно. Донышко, потом еще один слой сбоку и потом второе дно. Это верх проема, первый слой. В принципе, наверное, дальше удобнее крутить не боковины, а вторым слоем то же самое донышко. Второй слой у нас уже зайдет вот до сюда. А боковина потом его накроет. Итак, второй слой снизу мы прикрутили, и он перекрыл боковины. Теперь остаются только торцы, тоже вторым слоем. Одну полоску мы уже подогнали. Все прекрасно встает. Прикручиваем, срезаем лишнее и переходим на вторую сторону. Итак, мы убрали арочные закругления. Из дверного портала, проходного, сделали дверной проем на такой же высоте, как и все остальные проемы в этом помещении. Дальше на гипсокартон будут установлены малярные уголки вровень с плоскостью стены. Примыкание заделается бумажной лентой и будет нанесен выравнивающий слой шпаклевки. Ну а на этом наш сюжет про гипсокартонную конструкцию заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!